Яхой всем любителям сжатого воздуха. У меня для вас две новости, и обе хорошие. Во-первых, рабочий понедельник закончился. А во-вторых, вы снова на канале Море. Сегодня нас ждет свежий обзор нового дайв-сайта. История о том, как дайв-бот ушел от него без меня. Так что к делу. Попутный ветер сегодня принес нас к дайв-сайту Шаап Эшта Кибир. Его запросто можно назвать песочницей дайвинга. Ведь глубина здесь не превышает 12 метров, а местами даже и 7. Идеальное место для снорклинга и обучения дайвингу на начальном этапе и придумать не выйдет. Ведь что бы ни произошло под водой, вы с легкостью сможете выплыть на поверхность. А что может произойти? Вот и я так думал. Но обо всем по порядку. Риф Эшта расположен примерно в 45 минутах езды от центра Хургады, в районе Вилл-Магавиш. Этот сайт в некоторой степени защищен островами, хотя ветреную погоду здесь может быть неспокойно. И поскольку основа любого погружения должен составлять здоровый консерватизм, при непогоде лучше обходить это место стороной. Но непогода в Хургаде – редкость, ее тут скорее ждут, чем о ней беспокоятся. Два эрга-рифа разделены узким каналом. На западе находится эрг поменьше, а на востоке эрг побольше, имеющий форму сердца. И что-то мне подсказывает, что слово «эшта» в переводе как раз и означает «сердце». Если среди наших подписчиков есть языковеды, не стесняйтесь делиться своими версиями в комментариях. К вершине восточного эрга ведет узкий проход, похожий на каньон. Проплыть по нему можно, проверенная информация. Но только в том случае, если вы уже здорово умеете контролировать свою плавучесть. На внешних границах этого дайв-сайта колышущаяся морская трава покрывает большую часть дна, в то время как небольшие коралловые глыбы и столовые кораллы разбросаны по песчаным отмелям, преобладающим ближе к периметру. По этой траве вы всегда сможете узнать направление течения и его силу, так же, как, собственно, и по поведению рыб. Но об этом я расскажу в следующий раз. Безусловно, в узком канале прилива и отлива можно наблюдать некоторое течение, но обычно оно не настолько сильное, чтобы создавать хоть какие-либо проблемы. Идеальным здесь является маршрут «восьмерка», и зачастую, будь то дайв-сафари или экскурсионная точка для туристов, погружаются здесь только один раз. Это обусловлено небольшими размерами эрга. Даже за полчаса под водой вы сможете неспешно проплыть через все интересные места, полюбоваться на барракуд, которые часто зависают под поверхностью в канале, ожидая, когда мимо проплывет пища. Насладиться рыбами-скорпионами, рыбами-попугаями, рыбами-бабочками и рыбами-ангелами. В боковых стенах рифа концентрируются стаи сладкогубов, козлобородых барабулек и рыб-баннеров. А песчаное дно населено бычками и их креветками. Глядя на все это великолепие, возникает ощущение, что все эти морские обитатели приплыли сюда из каких-то совсем уж далеких, более мрачных, не таких красивых мест, и вместе с вами под водой любуются рифом. Хотя по своим личным наблюдениям я бы сказал, что в Красном море нет некрасивых мест. В любой точке ты можешь найти что-то удивительное, что-то необычное. Взгляните-ка на эту панду. Эй, Мишка, погоди, попозируй еще немного. А крылатки, которых мы с вами разобрали подробно в прошлом видео, так же, как и рыбы-фонари, чувствуют себя здесь отлично, так же комфортно, как и на более больших глубинах. Видимо, потому что дорога крупным морским хищникам сюда закрыта. По той же причине Эшта – идеальное место для получения своих первых сертификатов по дайвингу. Вы можете расположиться на мягком песочке, около рифа, наблюдая за морской жизнью и солнышком, и начать свои упражнения в компании опытного инструктора, не переживая ни за высокую глубину, ни за неожиданные встречи. А парочка ящероголовов с удовольствием понаблюдает за вами. Возможно, у них найдется пара хороших советов для молодых дайверов. Особенно в том, что касается фото и видеосъемки. Только сильно не увлекайтесь, особенно бычками с креветками. Я был настолько поражен этим удивительным симбиозом двух так не похожих между собой существ, что не заметил, как мой дайв-бот снялся с якоря. И буду честен, в тот момент мне было уже не до межвидовых отношений.
Если за пару минут до в голове крутился мотивчик «Бычок и креветка, сюжет этой песни твоя подсказала гитара», то сейчас на батом заиграла «До свидания, мой любимый дайвер». Благо полученного опыта и навыков хватило, чтобы не впасть в панику, а собраться с мыслями и родить план действий. В первую очередь, безусловно, нужно успокоиться самому и успокоить дыхание. Дальше изучить окружающую обстановку. В Красном море, особенно на популярных дайв-сайтах, количество лодок на поверхности запросто может достигать 20-30. И как вы понимаете, они не стоят на месте. А двигающееся судно с вращающимися винтами – смертельная опасность для любого подводника. Поэтому, если вам необходимо срочно подняться, делайте это как можно ближе к рифу. И всегда осматривайте поверхность перед тем, как на ней оказаться. В моем случае дайвбот ушел недалеко, метров на 50, решив то ли выбрать более удобную к ветру стоянку, то ли выпуская другое судно. Не зная мою привычку находиться под водой более 70 минут, команда сделала вывод, что ничего страшного со мной не случится. Мальчик взрослый, свисток есть, фонарик тоже на месте. В крайнем случае будет плавать, свистеть и светиться. Но ситуации бывают разные. Советую всегда запоминать название судна, на котором вы отправляетесь на экскурсию. Вы сможете назвать его на любом другом дайвботе поблизости, и вам помогут до него добраться. Также всегда держитесь около рифа, пока не убедитесь в безопасности приближения к любому судну. Очень аккуратно выбирайте место, куда встать, если есть такая возможность, либо если вы выбиваетесь из сил. Ведь на дне может быть вот такая рыба-камень, а это самая ядовитая рыба в мире, и вряд ли топтание по ней улучшит ситуацию. Постарайтесь иметь с собой свисток или любое другое средство привлечения внимания. Если следовать этим нехитрым советам и знать, как себя вести в подобной ситуации, ваши погружения станут происходить гораздо спокойнее и увереннее. Отступит страх оказаться одному на поверхности, волнение о том, что вас забудут. Уже через неделю я обещаю вам новое потрясающее видео, снятое с борта самой настоящей подводной лодки. А пока что лайк, подписка и яхой!